Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Сейчас подробно покажу, как сделать удлинитель своими руками. Нам понадобится вилка, колодка для удлинителя и кабель. Из инструментов обязательно понадобится нож, отвертка и кусачки. Чтобы собрать удлинитель, нужно иметь вилку, колодку для удлинителя и кабель. Вилка подойдет любая с точки зрения ее формы. Важно, чтобы она имела заземляющие контакты и была рассчитана на ток не менее 16 ампер. На вилке этот ток обязательно указан. Колодка удлинителя состоит из нескольких гнезд. Их количество выбирают, исходя из потребностей. Колодка удлинителя должна иметь заземляющие контакты. Эти контакты, как на вилке, так и на каждой розетке удлинителя, нужны для защиты от удара током. Колодка удлинителя должна иметь указание тока не менее 16 ампер. Кабель для удлинителя следует выбирать круглый, трехжильный, с сечением жил 1,5 мм квадратных. Вся эта информация указана на оболочке кабеля. ПВС – марка кабеля, которая говорит о том, что он круглый и гибкий. 3 умножить на 1,5 говорит о том, что жил в этом кабеле 3, а сечение у них 1,5 мм квадратных, которая способна долговременно проводить ток 16 ампер. Итак, и кабель для удлинителя, и вилка, и колодка имеют один и тот же предельно допустимый ток 16 ампер. Этому току соответствует мощность 3,5 кВт. Значит, к такому удлинителю можно подключить электроприборы с суммарной мощностью не более 3,5 кВт. Можно ли использовать кабель большего сечения? Можно, но подключать к нему можно будет все равно не более 3,5 кВт, так как больше этого не выдержит ни вилка, ни колодка. Кабель большего сечения имеет смысл применять, если нужно собрать удлинитель длиной больше 25 метров. Чтобы раскрыть вилку, развинтим саморез. Снимаем корпус. Сразу надеваем его на кабель. Отмеряем длину кабеля, которую нужно зачистить. Надрезаю белую изоляцию не насквозь. Насквозь прорезаю только на самом краю. Раскрываю. По надрезу легко рвется. Откусываю срезанную изоляцию. Зачищаю изоляцию на проводах. Нож должен быть почти параллелен проводу, чтобы все проводки остались целыми. Это важно. Остальные провода тоже нужно зачистить. Отвинчиваем винт клеммы. Плотно скручиваем в жгут жилы провода. Вставляем и затягиваем клемму. Затянуть нужно плотно, но не слишком, чтобы винтом не перерезать жилы провода. Также подключаем и второй провод. Принято синий и коричневый провод подключать к штырям вилки. Желто-зеленый провод предназначен для заземляющей клеммы. После того, как все провода подключены, нужно их зафиксировать хомутом. Откручиваем крепежные винты. Убираем хомут. Укладываем кабель так, чтобы хомутом прижать кабельную изоляцию и затягиваем хомут.
держится надежно. Надеваем корпус и завинчиваем фиксирующий саморез. Вилка готова. Теперь, чтобы собрать удлинитель самому, осталось подключить колодку с розетками. Подключим колодку для удлинителя. Для этого открутим два винта на тыльной стороне колодки и снимем крышку. Здесь есть три клеммы. Клемма заземляющего провода находится посередине. Она имеет знак заземления. Отмеряем длину снятия изоляции с кабеля. Прорезаем не слишком глубоко, чтобы не надрезать изоляцию провода. Разводим края надреза и разрываем изоляцию. Лишнее можно откусить. Зачищаем жилы на длину 5 мм. Откручиваем клеммы и вставляем желто-зеленый провод заземления в среднюю клемму. Закручивать винт нужно умеренно, чтобы не перерезать винтом проволочки жилы, но чтобы держалась крепко. Остальные два провода можно подключать к оставшимся клеммам в любом порядке. Аккуратно закручиваем. Убираем в сторону кабель. Откручиваем хомут. Один винт раскручиваем полностью, а другой частично. Фиксируем хомутом кабель, чтобы он не вырвался при рывках. Хомут должен прижимать кабель за наружную белую изоляцию. Можно закрывать крышку. Закручиваем винты. Колодка для удлинителя готова, а сборка удлинителя завершена. Надеюсь, теперь понятно, как собрать удлинитель с заземлением. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.